Приветствую вас, уважаемые любители солнечной ягоды. Погода нормализуется, дожди на какое-то время закончились, и наш виноградник начинает активно набирать силу роста. И теперь нам самое время ему помочь, защитив от различных болезней и вредителей. Мы с вами сегодня поговорим о первой профилактической обработке. Давайте разберемся, как же определить, что пора проводить первую профилактическую обработку. Чтобы это сделать, нужно рассмотреть наши молодые побеги, которые в этом сезоне выросли, и посчитать листочки. Считается, что первую обработку необходимо проводить, когда на наших молодых зеленых побегах есть 5-7 полностью развитых листьев. И также подтверждением того, что стоит проводить обработку, является хорошо различимое соцветие на наших побегах. Но многие формы винограда развиваются по-разному. Сейчас мы с вами были возле куста, побеги на котором только доросли до второй проволоки. А вот на этих кустах развитие идет намного быстрее. Так как же поступить в ситуации, когда некоторые кусты уже пора обрабатывать, а некоторые кусты только начинают просыпаться? Можно разделить обработку на две части. Сначала обработать кусты, которые лучше развиваются, а затем обработать вторую часть, которая задерживается в развитии. Так чем же мы будем сегодня защищать наш виноградник? В первую очередь, сегодня мы будем работать от двух болезней – от милдию и оидиума. От милдию мы будем применять такой препарат, как Редамил Голд. Он также работает от черной пятнистости. Об этом препарате нужно поговорить поподробнее. Состоит он из двух компонентов. Первый – это манкоцеп, это контактный фунгицид защитного действия, предупреждающий развитие заражения растения. Контактный – это значит работающий по поверхности растения, как зеленка или йод для человека. И второе действующее вещество – это мефеноксам. Это системный фунгицид искореняющего защитного действия. Системный – это способный легко проникать внутрь в проводящую систему и распределяться в тканях растения, как антибиотик для человека. По инструкции Редамил Голд необходимо 25 грамм на 10 литров воды. Это защита от милдию. А от оидиума мы защищаем наш виноградник топазом. Это системник. Количество препарата по инструкции 4 мл на 10 литров воды. Можно применять за 3 часа до дождя, не смоется. Также топаз работает при пониженных температурах. От клеща применен фуфанон Нова. Это инсектоакарицид от комплекса вредителей. Количество 10 мл на 10 литров воды. Мы взяли за правило в баковую смесь соединять не более 4 препаратов. Это оптимальное число. И четвертый препарат – это мегафол. Это антистрессовый препарат на основе растительных аминокислот. Он позволяет снять стрессовую нагрузку на растения от фунгицидов. Разводится мегафол 20 мл на 10 литров воды. Сам может применяться в стрессовых ситуациях. Заморозки, низкая или высокая температура, градобой, химический ожог, гербицидный стресс. Это как супрастин для человека. Плюс комплекс витаминов. 4 препарата в баковой смеси – это оптимальное сочетание. Размешиваем каждый препарат по отдельности и затем выливаем в общую емкость. Все, о чем мы рассказываем, хорошо себя показало на нашем участке. Мы лишь делимся своим опытом и ни в коем случае не утверждаем, что это самый действенный вариант. А теперь покажем, как проходит сам процесс опрыскивания. Так как мы решили оставить клубнику в междурядьях на этот сезон, то воздуходувкой на данном этапе работать нельзя. Я применю удочку. И на маленьких оборотах аккуратно обработаю виноград, чтобы ничего не попало на клубнику. Здесь главное выбрать безветренный день. Мы через месяц соберем ягоду и полностью уберем клубнику с виноградника. За это время мы пришли к решению, что эти две культуры необходимо возделывать отдельно друг от друга. Это небольшое отступление и пища для размышления. Побеги сейчас маленькие, поэтому сильные обороты на опрыскивателе не нужны. И препарат расходуется эффективнее. Время, когда мы делаем обработку.
Самое оптимальное время – это вечер. Нет росы на листьях, нет такого сильного испарения, как в утренние часы. Вечером устицы на листьях лучше раскрыты, и через них за ночь все равномерно и полностью впитается растением. Устица – это пора на слое листа, через которую происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой. Опрыскивание обязательно проводится в средствах индивидуальной защиты. Обязательно берегите свое здоровье. На этом хочу пожелать вам всего самого доброго. Мы не прощаемся с вами. До встречи!